Всем привет! Сегодня я вам расскажу второе правило, как изучать русский язык. Это правило будет сюрпризом для многих. Не учите грамматику. Это будет удивительно для вас, потому что с самого начала вы учили грамматику. По учебникам, по пособиям вы всегда учили грамматику. Вы постоянно писали что-то, делали какие-то упражнения, сидели, долго думали, какое время, там, прошедшее, настоящее, будущее. И самая главная ошибка, которую вы допускали до сего момента, вы учили только грамматику. Вы не уделяли должного внимания разговорной речи. Везде, во всех языковых школах. Грамматика, 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 грамматика. Тогда задам вам вопрос. Почему вы до сих пор не говорите? Потому что вы постоянно стараетесь анализировать свою речь, думать, какое там время, как там ставить предлог, как там задать вопрос, как нужно поставить одно слово за другим, как это все нужно сообразить, чтобы вот все это вот сказать. У вас в голове сплошная каша. Я понимаю, что грамматика – это важно. Для письменного русского языка это хорошо. Потому что, когда вы пишете, вы можете подумать, поразмыслить. У вас есть время. Но, когда вы говорите, у вас нет совершенно времени на то, чтобы обдумывать, какое там время, какой там предлог и как это сказать. Вам задают вопрос, и вы должны немедленно на него ответить. Просто, четко и ясно. И все, что вы учили, у вас не будет времени вспомнить. Абсолютно не будет. Итак, вы учили грамматику. И теперь я задам вам еще один вопрос. Помогло ли вам это? Если вы смотрите это видео, значит вы когда-то изучали русский язык. Возможно, сейчас изучаете или хотите его изучить. И, как правило, все начинают с самого начала фокусироваться на грамматике. И после того, как вы изучили множество пособий, учебников по русской грамматике, ответьте мне на вопрос, можете ли вы спокойно говорить? Большинство из вас ответит «нет». Все это происходит из-за того, что вы отдаете очень много времени грамматике, совершенно забывая про разговорную речь. Почему вы так делаете? Потому что ваш учитель говорил это, ваши знакомые говорили вам это, в интернете вам пишут, что нужно учить грамматику, без грамматики никуда и вообще просто ужас какой-то, бла-бла-бла-бла. Есть один выход из данной ситуации. Выход очень интересный и очень познавательный. Вам нужно выкинуть все ваши учебники по грамматике. Просто возьмите их и выкиньте сейчас же в помойку. Разорвите их. Они вам больше не нужны. Поймите, что когда мы слышим язык от его носителя с правильными предложениями, с правильными фразами, с правильной расстановкой слов и интонацией, мы с вами автоматически запоминаем грамматику. Сфокусируйтесь на том, что вы слышите, на том, что вы хотите услышать. Слушайте правильное произношение, слушайте правильные фразы, запоминайте правильную постановку слов в предложении. Поверьте, это намного проще и интереснее, чем просто писать и изучать грамматику. Вы будете слышать правильное произношение снова и снова. Несколько раз прокручивайте их в своей голове, повторяйте, говорите чаще, слушайте, больше практики. Итак, это было второе правило по изучению русского языка. Совсем скоро я выложу третье правило. Итак, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте ролик к себе. Учите русский язык вместе с Easy Russian.